Километр 100 метров показывает. Друзья мои. То место, где я должен сдать. Ну не заезжай ты, блин. Вот ты пипец, блин. Прямо. Да, сейчас там налево. Это все Гамбург, ребята, пол-первого показывает. И где-то нам тут направо надо будет. Так я и думаю. Сейчас, блин. Да, здесь направо. Как называется там? Оссе. Оссе какая-то. Здесь что ли? Дальше. Сало-логистик. Не дальше, значит. Оссы. Да, как сюда заехать? Зашибись. Пять 47. Поедем туда. Да я уже вижу, что я неправильно заехал. 45-47. Как мне туда заехать? Ой, сейчас будем разворачиваться, наверное. Да, надо было там, наверное, заворачиваться. Интересно. Ой! Заехали мы. Там написано Осса, какая-то фигня, это Е. Надо, значит, надо вокруг проехать мне. Как я понимаю. Есть проезд вокруг? Это странно. Я даже не знаю. Есть ли там? Наверное, должен быть. Сусед. Там и по логотипу было написано, что именно там Оссы. Будем узнавать сейчас. Где тут Оссы, где тут не Оссы. Апекс написано.
Я был вот там за забором. Где тут буква Е? Что-то я не вижу тут никаких Е. Пойдем узнавать, ладно. Итак, сдали и мы эти палеты. Теперь едем дальше. Тут и заезд, кстати, есть с другой стороны. Вот, блин, оказывается, так. Пусть это заедет, а мы будем выезжать. Интересно, с другой стороны совсем дом. На будущее будем знать. Сейчас нам нужно 47 километров проехать. Там сдать 3-4 палета и загрузить, по-моему, тоже 3-4. Даже промка такая есть. Небольшая. Да. Сейчас направо. И потом на светофоре направо. И туда направо, и сюда направо. Фух. Велосипедистам налево нельзя. В Голландии много знаков для велосипедистов. Очень много. Запрещающих причем, я вам скажу так. Так. Нам сейчас как бы надо с этой полосы налево. Почему этот уходит со второй полосы? И мне даже голову запудрил. 10 минут все заняло. Блин, поворачивать налево, ребята, вообще кадры, блин. В сторону Бремена, Ганновера теперь уходим. О! Так, ну что? Блин, бус там такой, блин, наглый, несется. Там же знак, что сужение в мою сторону. Что нестись?
Тин-тин-тин-тин-тин. Сегодня еще осталось одну загрузку сделать только. Сколько, на 3 часа назначено? Так я смотрел. По-моему, да? Типа да. Ну, значит, загрузимся. Сейчас 1:30. Сейчас хочу остановиться где-нибудь. В клубзик сходить. ХХ-центр. Надо будет ехать. ХХ-центр. Хамбург. Харбор. Наверное, Хамбург. Харбор. Хамбург, Харбор. Значит, порт Гамбург. Водопад. Что там опять? СМС. Артем отреагировал. Отреагировал, что типа окей. Вендел. Центр уже, наверное, не надо будет. Нет, надо еще типа в центр. Сюда надо. Не сразу. Volkswagen. ХХ-центром еще надо. Блин, что, мы через город поедем? Через весь, что ли? Ладно, ребята, едем. 42 километра. Да, ребята, раскатал я губу, что мы через Гамбург не пойдем. Ага. Блин, идем через самый центр. Дорожный вокзал, насколько я помню. Ой. Тут 2 светофора, блин, интересно-то. Хорошо, посмотрим, ребята, на Гамбург. Я один раз уже ехал через Гамбург полностью. Ну, в том смысле... Только не надо, вот не надо ехать. Ну, не по этим улицам, по-моему. У меня даже видео есть, называется «Погнали через Гамбург». Этот меня хочет направо, чтобы я поехал. И потом по набережной.
Да, прямо едет. Непонятная какая-то. Фу. Ну, я надеюсь, сейчас я не буду плутать 2 часа по Гамбургу. Куда-нибудь дома выедем, правда? Кто хочет меня на набережную вывезти? Перепроложить. Весь какой-то перерытый. Там палатка, там, по-моему, я вряд ли там живут, там, по-моему, сварщики варят что-то. Я так думаю, этот канал. Но здесь я не ехал по Гамбургу. Я так ехал по центру, знаете, такому. 5, что ли? Ой, елки-палки. Там целая колонна, кого-то везут. С красным флагом. Мама дорогая, говорят. Правительство, что ли, там. Целые, ну да, каких-то, блин, еврочиновников, походу. О, какой электропоезд у них. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 или 9 вагонов. Ну да. Большой, красивый, один зеленый, другой белый. Главное, чтобы с мостами порядок был. Сейчас налево. Он хотел меня, чтобы я по тому мосту проехал. Потому. Да, я помню, где-то это было у меня. Забрюги или нет? Какой это был город? Попал я там в него. Ёхайди, ужас. Хорошо вечером был там. Блин, уже с такими нарушениями. По весу и по длине и по всему, что только можно нарушить. И не я один, там еще ехали передо мной, за мной. Было такое дело, ребята. Почему во второй полосе? Первый куда-то уходит правее. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это 6 вагонов поехал. Radisson Blu. Интерес такой. Старый, я не пойму, что там такое. Мастерские там. Автосалон. Ну, сейчас я, по-моему, поеду по тому центру, к которому я ехал. Блин, ну они не перестраивают вообще. Они оставили вот такой, как он есть. О, это что такое? Шрёдер. Наверное, скоро выборы у них. Народу, в принципе, очень много. По сравнению с Ригой, я вам скажу, Рига стала пустая. Вот, видите, радар здесь стоит. Уже тут кто-то
пытается нарушить. Здесь захочешь нарушить, не нарушишь скоростной режим. Потому что, блин, светофор на светофоре. Если только велосипедисты или типа на красный свет. Ну, нам не надо во вторую полосу. Вот эти пошли. Надо будет через 300 метров. Потому что нам налево. По этой полосе проехать, зачем мне в ту было лезть? Ну ладно, они идут, значит, они знают, там что-то не то. Может, там машины припаркованы стоят. И они об этом знают. Это я не знаю. Ну, странно вообще, действительно, что они так все, блин, по этому ряду едут? Так можно? Потом надо или что? Ну, тому налево надо. Мне-то прямо. Или сейчас сделают, что только направо с этой полосы. Нет. Прямо и направо, все в порядке. Понял, что они тогда по второй полосе идут. Или вот из-за этих машин. Что ты пикаешь, блин? Ты не видел? Сколько еще пиратства? Да. Не поеду, говорит, я, блин, в центр. А там что? Ну вот там засада, да, вот это я понимаю. Нехорошие. Вот поэтому и едут они по этой полосе. А не по праву. Что стоят эти вот. Ну, опыт у них. Опыт у них, что возьмешь? По большому счету надо все-таки вправо занимать. Не ехать надо поэтому. Поймать потом полиция будет вопросы задавать. Я думал, надо ехать, не думать.
страшно. Ну а что, здорово так проехать по Гамбургу? Ведь меня все налево тянет. Зачем мне там эти... По прямой надо ехать. И все. Сейчас будем выныривать. А куда вообще мы едем? Наверх или вниз? Ой, блин, тут еще по Гамбургу ехать и ехать показывает. Наверх мы идем. Ну что, хоть не вниз. Ух, ладно. Тут надо ехать и молчать, думать. И ты, блин, хочешь мне зеркало свое подставить? Что-то я не могу понять. Ну, что ты телится передо мной, телится передо мной. В чем проблема? А, я понял почему. Тут еще автобусы едут. Соответственно, когда автобус едет, становится на остановках, все стоят. Поэтому. Но у нас сейчас автобуса нет. Ну, видишь, как хорошо, когда город знаешь. Тогда нормалек. Ну, уже скоро мы выскочим, да. Выскочим. Бремен, Арена, Эндбрюкен. Вообще Гамбург знаменитый город. Я помню, когда начинал в море ходить, очень хотел в Гамбург попасть. Я попал в Гамбург. Здесь улица красных фонарей. Но я на нее, кстати, не ходил. Липербан, по-моему, в Гамбурге. Что-то такое было. Боже, как это давно было все. Елки-палки. Ощущение, что я только в армию недавно ушел. И в шмотку поступил. И в море пошел первый раз. Уже 56. Эх. Ну а что, я скажу, что весело, интересно жил до этого. На судьбу не жаловался. Жил так, как я хочу жить, а не как жизнь хочет, чтобы я жил. Вот так. Чего и всем желаю. Теперь от дальнобоя наслаждаюсь. Но что-то у меня, говорю, уже не 50-50 в отношении компании, а 40/60. 40/60, ребят. Больше того, что я не вернусь сюда. Как бы попробовал, открыл себе налоговую фишку, поработал, по крайней мере, блин, и только из организации. Вот
вот из этого всего. Конечно, можно пережить, если что-то за неделю изменится, но вряд ли, я сомневаюсь. Ну и, естественно, я буду разговаривать в офисе с начальством. Неважно. Самое позднее в следующую субботу. Как-то не хочется в один прекрасный день тебе скажут, что не надо возвращаться, знаете. Поэтому лучше я сам решу. Понимаете, только из-за того, что вот приходится отвечаешь на вопросы, которые тебе задают, логично отвечаешь. Тебе какой-то встречный вопрос, еще один встречный вопрос. Ты же начинаешь злиться, так ёпрст, блин. И какие-то там идут какие-то подпункты, какие-то левые, знаешь, как будто тут мальчик какой-то, а по сути выгораживание себя. Какая-то правильная позиция, знаете, вот выгораживать себя, задавая вопросы. Не слушай ответы. Задать вопрос, вплоть до такого, довести до такого момента, что у тебя нету ответа на этот вопрос, потому что его нету, потому что ты уже ответил на него. Это, господи, Otis. У нас фирма Otis занимается лифтами. А это, блин, сбивает тебя с темпа работы. Так что это вот мои умозаключения на данный момент. Видите, что я вам говорил? Автобус идет на остановку. А, нет, идет направо. Вот он будет на остановку пошел. Поэтому машинки едут по второй полосе, чтобы за ним не встать. Ну да. Мне до этого везло, как бы. Сейчас мы можем взять, потому что автобуса, по-моему, может быть, не будет. Тем более 850 метров показывает. О, на Киль. Опять в эту сторону нам и надо. Уже не на Бремен нам надо, на Киль. Забываем, что мы пустые. Мы можем как бы резко притормозить в случае необходимости. Это не страшно. 400 метров направо.
все, гоним дальше, ребят. Итак, 2 километра до места загрузки, ребята. Фирма AMC GmbH Boschstraße 12. Я уже был на какой-то Boschstraße, но это, по-моему, было в Голландии. Там была техника Bosch. Это было так давно. Это была Хестер-Кампер. И это было давно. Сейчас там направо. Ой, направо, налево. Слева. AMC. На следующем повороте направо. Westfalen. Так что поехали кататься. Здесь я не был. Здесь тоже уже полупромка или промка вот с левой стороны, промка, что такое, похоже, и справа сейчас промка тоже будет. Как я так думаю. Если сегодня в 6 встал, нет, в 6, там 6:05 открыл смену, то елки-палки, я сегодня, блин, 9 часов закончить могу. 5 получится, блин, тяжелый день, это будет последняя пятнашка. Так, где-то сейчас налево надо будет нам повернуть. Есть такая промка, не встать. Мест нет, потому что пахнет кофе, как будто я завариваю. Здесь слева, какие-то знаки стоят по одной стороне, по обе стороны знаки, ребят, стоят. AMC. И что? Ну, сейчас остановимся и будем искать. Нет, там за поворотом. Там за поворотом. Ой, я помню, как я заезжал. Ой, да. Где-то было в Голландии, по-моему. Задом, как с улицы. 300 метров. Здесь везде знаки стоят. Но ночью, я думаю, здесь люди паркуются. Опять же, повторюсь, если ты припарковался ночью и встал ночью, то это более-менее нормалек. 200 метров, чтобы не проехать. Заезд. AMC. Все показываешь где-то справа.
А заезд вот здесь, что ли? Да, написано Warehouse. Мы встанем пока вот так. Это точно это? Потому что как-то не могу понять. Ладно, пойдем сходим.